Под шум дождливого утра маленький город просыпался в неторопливом ритме, где каждое лицо знало друг друга, а каждая история переплеталась с соседней. На узких брусчаточных улицах, в окружении старинных домов с облупившейся краской, начиналась еще одна трогательная глава городской жизни. История старика, который каждый день покупал цветы. Никто толком не знал, откуда берется этот седой мужчина, появляющийся на углу старой аптеки ровно в 7 утра. Его шаги были неторопливы, но уверены, будто у него был свой невидимый маршрут, который он повторял день за днем. Каждое утро он заходил в маленький цветочный киоск, где за прилавком всегда сидела добрая женщина с теплой улыбкой. Она уже давно привыкла к его молчаливым визитам, и каждый раз, выбирая свежие ромашки, розы, лилии или нарциссы, он передавал ей сумму денег, оставляя сдачу как знак искренней благодарности. Поначалу прохожие задавались вопросом: зачем пожилой человек покупает цветы каждый день? Ответа не было, и каждый новый день приносил очередное наблюдение, в котором старик будто пытался сохранить какой-то священный обет или память о чем-то далеком и недосягаемом. Люди обменивались догадками. Одни считали, что это дань ушедшей любви, другие — память о погибшем ребенке, третьи — символ надежды на лучшее будущее. Но никто не решался спросить его напрямую, ибо в его глазах читалась глубокая печаль, а в манере некая скрытая боль, которая казалась неподвластной времени. Дни проходили, а тайна не раскрывалась. Старик всегда был один, без родственников, без друзей, и его присутствие стало чем-то вроде ритуала для жителей города. Каждое утро его появление приносило не только свежесть запаха цветов, но и напоминало о хрупкости жизни. Дети, играющие во дворе, часто останавливались, чтобы посмотреть на него, а пожилые люди в магазинах и кафе тихо переговаривались, предполагая, что за этой рутинной покупкой скрывается история о любви и утрате. Однажды, в дождливый осенний день, когда небо казалось особенно тяжелым от туч, один из прохожих, молодой журналист местной газеты, решил проследить за стариком после его очередного визита к цветочному киоску. Он аккуратно подошел к нему и, собравшись с духом, спросил: «Простите, сэр, можно узнать, почему вы покупаете цветы каждый день?» Старик остановился. Его морщинистое лицо стало еще более грустным, и он молчаливо посмотрел на юношу своими блестящими глазами, полными воспоминаний. Затем он, словно собрав все силы, ответил тихим, дрожащим голосом: «Цветы. Они напоминают мне о том, что жизнь прекрасна, несмотря на все. Каждый лепесток — это частичка моей любви, которую я когда-то подарил и потерял навсегда». Эти слова, сказанные с такой искренностью, словно оживили прошлое, и молодой журналист почувствовал, как внутри него просыпается желание узнать всю историю этого одинокого человека. Позже, под покровом сумерек, журналист уговорил старика рассказать свою историю. Они сели на скамейке в небольшом городском парке, где листья, устланные золотом и багрянцем, тихо шуршали под ногами. Старик начал свой рассказ, и голос его, наполненный болью и нежностью, уносил слушателей в далекие времена. Когда-то, много лет назад, в этом же городе жила прекрасная женщина по имени Елена. Она была светом для старика, для которого жизнь казалась серой и пустой до того момента, как она вошла в его мир. Их встреча была словно искра в холодной зимней ночи, мгновенная, яркая и такой короткой, как весенний дождь. Они любили друг друга всей душой, проводя дни, наполненные смехом, мечтами и взаимопониманием. Каждый цветок, подаренный Елене, был символом их взаимной нежности. Розы, страсти, ромашки, чистоты, лилии, преданности. Но счастье оказалось мимолетным. В самый разгар весны, когда природа казалась особенно щедрой и дарила свою красоту без остатка, Елена внезапно заболела. Никто не мог понять, что стало причиной ее болезни,
Врачи были бессильны перед загадкой, которую принесла с собой неизбежность. Старик, отчаянно пытаясь спасти любимую, стал делать все возможное. Он искал редкие цветы, чьи целебные свойства могли бы вернуть ей здоровье. Он молился, просил помощи у каждого, кто мог бы внести лепту в чудо. Но судьба оказалась жестока. Несмотря на все его старания, Елена тихо ушла из жизни, оставив после себя пустоту, которую ничто не могло заполнить. С тех пор, в знак памяти о ней, старик начал ежедневно покупать цветы. Каждое утро он выбирал те букеты, которые когда-то дарил Елене, и, возвращаясь домой, тихо разговаривал с ней, словно она все еще была рядом. Это был его способ говорить с прошлым, его молитва к судьбе, его способ сохранить любовь, которая больше не могла вернуться в реальность. Он ходил по улицам, его взгляд блуждал по прохожим, но внутри него царила вечная весна, наполненная воспоминаниями о том, что было прекрасным и настоящим. Рассказывая свою историю, старик не мог сдержать слез, и голос его становился все тише, а руки — дрожащими. Молодой журналист слушал, затаив дыхание, словно понимал, что перед ним не просто история о любви и утрате, а жизнь, наполненная бесконечной болью и вечным поиском утраченного счастья. Слова старика проникали в самые глубины души, вызывая у слушателя невидимые, но такие реальные слезы. И когда последние слова эхом разнеслись по вечернему парку, молчание обрушилось на всех, кто оказался свидетелем этой интимной исповеди. Слухи о том, что старик каждый день покупает цветы в память о своей утраченной любви, разлетелись по городу, словно огонь, распространяя теплое сияние и горечь одновременно. Люди стали задумываться о собственной жизни, о том, как часто мы забываем о том, что истинная любовь остается с нами даже после того, как ее уже нет. В каждом окне, на каждой улице, казалось, слышался тихий плач, не обязательно реальный, но душевный, от звуки боли, которую переживал старик и которую переживал каждый, кто когда-либо любил и терял. Прошли недели, а история старика не отпускала жителей города. Его образ, его ежедневное ритуальное возвращение к цветочному киоску, его тихий, но неизмеримо глубокий горький плач — все это объединяло людей. С каждым новым днем все больше горожан оказывалось готовыми остановиться и посмотреть на старика, заглянуть в его глаза, чтобы увидеть в них отражение собственной утраты, собственного стремления к любви. В один из дождливых вечеров, когда небо, казалось, само плакало вместе с ним, весь город неожиданно объединился в едином порыве сочувствия и скорби. В маленьком городском собрании, где присутствовали представители разных поколений, обсуждалась судьба этого человека, ставшего символом вечной любви и неизгладимой утраты. Люди рассказывали, как через его пример они поняли, что каждая минута жизни бесценна, что любовь, даже если она закончилась трагически, остается светом, который никогда не угаснет. Плакали не только те, кто пережил личные утраты, но и те, кто впервые осознал, что мир полон невысказанных чувств, что каждая улыбка может скрывать глубокую боль. В ту ночь город словно объял единый всепоглощающий плач. На улицах зажглись свечи. В витринах магазинов и окон домов появлялись цветы, как дань памяти о том, что никогда не умирает. Люди шли по улицам, держа в руках букеты, и каждый раз, проходя мимо цветочного киоска, останавливались, чтобы почтить память старика и его несгибаемой любви. Это трогательная история, рассказанная тихим голосом на скамейке в парке, стала легендой, передаваемой из уст в уста, словно тихий шепот души, способный смягчить даже самые жесткие удары судьбы. С годами старик становился все менее заметен для окружающих. Его шаги замедлялись, а глаза все чаще
затуманивались воспоминаниями. Но даже в преклонном возрасте он не изменил своему ритуалу. Каждый новый рассвет встречался им с букетом свежих цветов, а каждый закат — с тихим прощанием с прошлым, которое так и оставалось незыблемой частью его сущности. Он стал для горожан символом того, что даже после самой глубокой утраты можно найти силы для того, чтобы жить, любить и помнить. Однажды, когда осень уже уступала место холодной зиме, старик не пришел в цветочный киоск. Никто не мог понять, что случилось, ведь его ежедневное присутствие было неотъемлемой частью жизни города. Люди искали его повсюду: в узких переулках, на старых скамейках в парке, возле витрин магазинов. Но его нигде не было. Сообщение о его отсутствии разнеслось по улицам, и вскоре весь город погрузился в состояние тревоги и скорби. Прошло несколько дней, и тогда, во время торжественной церемонии в городском парке, председатель местного совета произнес слова, которые заставили даже самых равнодушных замолчать. «Мы потеряли не просто человека, мы потеряли живое воплощение нашей памяти о любви и утрате. Пусть память о нем станет для нас уроком. Цените каждое мгновение, любите без остатка и не забывайте, что даже в самых тяжелых обстоятельствах жизнь остается прекрасной благодаря любви, которая всегда с нами». В этот момент воцарилась тишина, а за окнами города раздался тихий, но отчетливый плач. Люди, оказавшиеся на улицах, словно чувствовали, как их сердца сливаются в едином порыве скорби. Даже те, кто никогда не верил в силу одиночества или в глубокую личную трагедию, ощутили, как невидимые нити сострадания связывают их с этим человеком, чья жизнь была наполнена бесконечной преданностью и любовью. Через некоторое время на том самом месте, где старик ежедневно покупал цветы, был установлен небольшой памятник. Он представлял собой аккуратно выполненную статую, в которой старик был изображен с букетом цветов в руках, а взгляд его, полный печали и тихой надежды, устремлен был вдаль. Памятник стал символом не только его истории, но и всей жизни города, напоминанием о том, что даже самые глубокие раны могут зажить, если их поливать любовью и воспоминаниями. Каждый прохожий, мимо которого мелькала эта статуя, останавливался на мгновение, чтобы задуматься о том, что значит любить и терять. Воспоминания о старике, о его ежедневных ритуалах и о той неразгаданной тайне заставляли людей смотреть на жизнь иначе, ценить моменты, которые ускользают, и верить, что даже после самой страшной утраты возможно найти искру света. Многие годы спустя горожане все еще рассказывали друг другу историю о старике, который покупал цветы каждый день. Эта история стала легендой, которая передавалась из поколения в поколение, напоминая всем о том, что любовь — это не просто эмоция, а вечное чувство, способное объединить сердца, исцелить боль и подарить надежду даже в самые тяжелые времена. В холодное зимнее утро, когда мороз рисовал узоры на окнах, маленький ребенок, пробегая мимо городского парка, остановился возле памятника старика. Он осторожно коснулся холодного мрамора, как будто пытаясь ощутить тепло далекого прошлого. Его мать, наблюдая за этим, тихо сказала: «Видишь, малыш, эта история напоминает нам, что в каждом из нас живет любовь, которая никогда не уходит, даже если люди уходят из нашей жизни». И в этом простом, но искреннем слове заключалась суть всей истории. О том, как один человек, живя в одиночестве и носив в своем сердце боль утраты, стал источником света и надежды для целого города. Каждый раз, когда люди видели цветы, они вспоминали, что даже в самых простых, на первый взгляд, вещах скрывается огромная сила чувств. И пусть слезы на глазах прохожих были не только от скорби, но и от осознания, что истинная любовь вечна, как и память о тех, кто когда-то согревал наши сердца. Таким образом, старик, покупавший цветы каждый день,
оставил после себя не только историю личной утраты, но и урок, который навсегда изменил души жителей города. Его ритуал стал символом того, что, несмотря на боль и утраты, жизнь продолжается, а любовь остается бессмертной, живой ниткой, соединяющей поколения, сердца и судьбы. И когда, узнав причину его ежедневного ритуала, заплакал весь город, слезы эти стали символом общего сострадания, памяти и вечного стремления к свету даже в самые мрачные времена.